Всем привет! На случай, если это будет отдельное видео, я собираюсь сейчас переселить в эти свои прекрасные биндеры Prism Platinum часть своей коллекции. Я планировала только один из них сейчас занять, а второй нет. Поскольку у меня есть еще от Мяу Кафе один биндер, который мне в подарок положили, я думала занять его и один отсюда. Но честно, я не могу. Prism Platinum такие прекрасные, что я займу их, а Мяу Кафе пусть валяется до лучших времен. Хочу еще раз показать красивую коробку, в которой все это пришло. Я планирую хранить в ней всякое разное, что касается бантан, но что не лежит на полках. Для тех, кто смотрит меня впервые, покажу, что у меня есть 3 биндера и еще один маленький. Вот этот биндер, там альбомки OT7 и все. Я хочу оставить в нем только альбомки, постепенно собирать там сеты альбомок, а все остальное переселить в Prism Platinum. Насчет соло я собираюсь переселить все, начиная с момента, когда релизы пошли по второму кругу, то есть начиная с Хасока, с Hope on the Street. У меня есть небольшое такое переживание, что ли. С одной стороны, я очень люблю А4 биндера, и в них красиво смотрится, когда полные сеты, да, но все, что не альбомки, у меня почти ничего нет, хотя бы немного похожего на полный сет. Типа, у меня очень много разношерстных карт, и мне кажется, будет очень странно все это выглядеть внутри одного биндера. Но, я же не могу сидеть и ждать, пока я скуплю все на свете, соберу сеты, и только после этого оформлять биндеры. Нет, поэтому то, что я сейчас показываю, это такой промежуточный этап моего путешествия, коллекционирования. Как бы что есть, то есть. Вот так у нас остался тоненький биндер. Это не все. У меня есть еще какие-то совершенно случайные карты, которые я покупала. Вот это у меня стояло на полке из DVD, тоже засунем в биндер. И вот это у меня тоже стояло на полке, но я не хочу больше это держать на полке, поэтому это мы тоже разобьем и поместим в новый биндер. К тому же они такие квадратненькие, как раз под эти уникальные листочки на 6 ячеек. И это тоже не все. У меня тут валяется некоторое количество штук, которые тоже пойдут в новый биндер. Вот этот прекрасный совершенно биндер с кроликом мы сделаем под... Даже не знаю, как называть этот биндер. Он будет под все. Так, вот это у нас просто А4 листы с фотобука. Ну, они так и пойдут сюда. Вот это безобразие, которое прилипло, я не знаю, мне кажется, это отмывать сложно. Короче, если заморочиться, то, конечно, можно. Но хочется ли? Ладно, для начала переносим сами карты. Если они не сильно ободрались, ну или хоть как-то приемлемо это выглядит, то я сейчас их перемещу. Но в будущем, конечно, надо будет перепечатать это дело на новых листах, на чем-то более адекватном, на бумаге другого качества, либо вообще другими филлерами заменить. Я смотрела красивое видео, где, знаете, используют вот этот паяльник специальный, Fuse Tool, не знаю, как он называется на русском, продают ли его в русскоязычных магазинах, но мне кажется, должны в товарах для творчества, скраббукинга продаваться вот эти специальные паяльники, которыми можно делать кастомные страницы. И что-то я смотрю на это
И плюс то, как люди распечатывают разные штуки с оформлением, получается так красиво. Я увидела у одной португалоговорящей девушки такую красоту. Я оставлю скриншот видео, чтобы вы тоже оценили. Мне что-то прям захотелось таким заниматься. Посмотрим. Короче, у меня есть вот такие листы, и я думаю, что так как этих билетиков 2, они будут очень хорошо смотреться вот так. По-моему, я изначально в четверной их сложила, потому что думала, что у меня 3 билета, и третий просто где-то потерялся. Но он не потерялся, он у меня был электронный. Почему 3? Потому что я туда заходила 3 раза, чтобы получить 3 разные карты, которые у меня, собственно, вот. Это 3 разные карты. Пусть будет так, чтобы вышел разворот. Так. Ой, у меня же их 2. Точно. Короче, думаю оставить так. Во-первых, это. Во-вторых, хочу вот это, чтобы тоже было вертикальным. У меня появилась гораздо лучшая идея. Короче, вот сюда поместить одну из этих фотографий. Хорошо. И вот такой разворот. Мы сейчас вот так сделаем. Дальше у нас чимин. Чимина меня смущает только то, что прям выглядывают края. Но что имеем, то имеем. Так. Дальше у нас юнги. Такая же проблема. Намджун. Все, с этим мы закончили. Соуджу. Касательно соуджу, как правильно? Насколько я понимаю, они могут помещаться в четверные. Сейчас проверим. У меня просто их не было на тот момент. О! Боже, как хорошо будет, когда я их всех размещу в четверных. О! Как же хорошо. Какой кайф. Очень хорошо. Уже пока что достанем. Так это же альбомка. Альбомки, короче, я достану, перемещу в другой биндер. Есть вот эти штукенцы. В общем, думаю, я сделаю из них лист. А где хасок? Блин, опять хасок потерялся. Вот. Ой. Блин, раз уж я это покупала, надо было брать 2 хасока. Ну ладно. Такое.
Еще есть туровские карты вот такие. И вот эта гармошка, которую я думаю разделить. Такая фоточка. Я думаю, что мне хочется больше, чтобы они были разворотом. Просто помещу сюда вот этого хасока. Он, конечно, здесь не совсем в тему, но... Гармошка — это 8 частиц, правильно? Короче, у меня же есть вот такие листы шестерные, которые подходят под все это. Шестерные листы — это, конечно, хорошо, но мемберов-то 7. Боже, у меня какой-то сверчок прямо около окна трещит. Я боюсь, что он ко мне забежит. У меня проблема. Он уже сюда залетел, сидит у меня на окне. Боже, ко мне залетело, запрыгнуло, я не знаю, 2 кузнечика, то ли сверчка, 2 огромных. В общем, одного я поймала в коробку, аккуратненько выставила на кондиционер за окно. А второй я не знаю, куда делся. Пока я ходила, искала вторую коробку, он куда-то делся, я просто надеюсь, что он выпрыгнул в окно. Говорят, что периодически я слышу какой-то звук. Все, конец экшену. Экшен-часть закончилась. Я очень боюсь насекомых. Ну а на кузнечике сейчас, конечно, было страшно, но не настолько прям мега страшно. Вот однажды ко мне как-то попал в квартиру богомол. Я чуть не обосралась. Причем богомолы — это очень милые по фотографиям существа. Но, блин, никогда ты видишь их в реальной жизни. Это было очень страшно. Мне кажется, они еще умеют слышать, или, может, они как-то видят хорошо со всех сторон. Потому что они поворачиваются туда, куда ты подходишь, они поворачивают голову. Так, простите. Мне кажется, нужно было какой-то триггер-ворнинг сделать. Все. Раздракониваем гармошку. И забываем про насекомых. Вот это вот причина, по которой я не люблю теплые страны. Это очень стрёмно. Корею туда же, там этих сверчков. Я их не видела, конечно, вживую. Зато, блин, слышала каждый божий день, каждую секунду. Сверчки в Корее — это просто мрак. Короче, делаем вот такую страничку. Пам-пам-пам. Пам. Вот. Может быть, нужно было какие-то протекторы их запихнуть. Есть вот такое. Мне кажется, они не влезут. Еще есть хух. Спорное такое controversial мнение, непопулярное, но даже не знаю, зачем мне это рассказывать. Мне в самом начале не нравился концепт Permission to Dance. В итоге мне он нравится, потому что я знаю контекст, в котором он появился. То есть само по себе вот это мега оптимистичное какое-то
не знаю, фееричное, яркое, все очень далеко от того, что мне обычно нравится, от того, как я ощущаю мир и все такое. Но в контексте с пандемией, с идеей, задумкой Бантан, зачем они сделали такой концепт, я безумно его ценю. На самом деле, это даже... Да. В общем, во-первых, наверное, это касается не только Бантан, в моем случае. У меня есть какая-то такая особенность, что чем меньше мне что-то нравится в самом начале, и чем больше я присматриваюсь к этому, тем больше на самом деле скрывается за тем, что мне вначале не приглянулось. То есть, возможно, это связано с тем, что я в итоге зачем-то прикладываю усилия, чтобы понять то, что мне не понравилось. И когда я узнаю то, что мне не нравится по обложке, это оказывается гораздо большим. И в итоге задерживается в моей жизни на гораздо дольше. Например, когда я была школьницей, блин, Грерин как бабка какая-то. Но, тем не менее, когда я была школьницей, в какой-то момент я стала просто огромной фанаткой группы Blur. Мне кажется, если смотрит кто-то из зумеров, они такие: кто? Ну вот так, есть такая группа. Это брит-поп 90-х. И я вообще сначала не поняла прикола. То же самое с Oasis, например. Но чем больше я копалась в том, что это такое, почему оно появилось, о чем они поют, тем больше мне нравилось. И в итоге это каким-то образом передавалось на то, что мне по звучанию даже начинали нравиться вещи, которые изначально не нравились. Не знаю, мне кажется, интересный феномен, который нужно изучать. Не потому, что со мной такое происходит, а просто... А вот если бы люди вокруг чаще таким занимались, то есть, я имею в виду, присматривались к тому, что в самом начале они не понимают. Мне вообще кажется, что я, может быть, слишком высокого себе мнения, но мне кажется, это ключ к взаимопониманию во многих вопросах. Потому что даже если тебе это что-то не понравится, оно, по крайней мере, не сможет вызывать негатива, потому что когда ты что-то понимаешь, оно уже не вызывает такого негатива. Ну, а если вернуться к Бантан, то никакого негатива они меня никогда не вызывали, я просто не присматривалась особо, потому что мне не нравилось. Не нравились те пары песен, которые я слышала. Но... Ну, в смысле, когда-то супер давно.
Что ж, у меня успел разрядиться микрофон. И тут я хочу разместить эти 4 фоточки на 4 листе, потому что, хотя они маленькие, их 4, мне кажется, будет лучше выглядеть. И я думаю, что они пойдут в большие протекторы, чтобы они меньше елозили внутри. Я думаю, что я их помещу вот в такие протекторы, а потом в такие. Так, посмотрим, насколько это тупая идея. Как будто бы, знаете, если еще двусторонним скотчем сзади закрепить, было бы прям супер. Но у меня только толстый есть скотч, поэтому попробуем сначала просто так засунуть. В принципе, держится. Ах, да, что-то я их поместила, конечно, в порядке каком-то случайном. Ну да ладно. Я думаю, что раз их 4, то, в принципе, нет большой разницы. Нет, все сместилось. Короче, идея такова, что я беру маленький кусочек скотча, закольцовываю его, как бы получаю двусторонний кусочек. А сверху один такой сверху клеим, что уже выглядит не очень. Второй такой снизу клеим. Ой, господи, какой кошмар. Ну, выглядит плохо. Но это эксперимент. Так. Думаю, разместить. Нет, не клейся. Сначала нужно выровнять гардероб. Так. Выровняли и прижимаем. Теперь он должен держаться. Как криво. Ладно, сейчас поправим. Как это будет смотреться с другой стороны? Ну, видно, конечно, что есть скотч, но мне нравится, что все держится, поэтому я сделаю то же самое с остальными. В высоте также. Да. Все отлично. Я очень довольна. Блин, сейчас, конечно, цепляет. Да, конечно, видно скотч, но такова цена. Я думаю, ноги разместить вот в таких листах. Я жаловалась на них из-за боковых карманов, что из них все вылетает. Но мне кажется, что
что тонкие листы нормально в них держатся, потому что я пробовала лирику из ZDA, например, в таком размещать, и выходило нормально. Так что попробуем. Блин, нет, они прям выпадают. О, милая фотография. Я думаю, что так. Так, мы листаем в самый конец, потому что вот это добро вышло последним. Так, и насчет вот этих штук у меня есть одна идея. Я думала насчет вот этого листа. Было бы идеально, если бы вот это сюда влезало. Но оно влезает только так. Так. А эти штуки... Не, они большие. Ну... Мало неплохо. Хотя... С другой стороны зеркала. Вообще-то у меня осталось из нарезанных кусочек картона, поэтому я просто вот так сделала. Еще есть вот этот конвертик. Пэм-пэм. Даже не знаю. Может быть, сделать вот так. Да. Так, тут только нужно посередине сделать отверстие. У меня чаще всего получается вполне себе. Да. Зеркальце, я думаю, не нуждается в протекторе. Кстати, оно, конечно, будет вылетать, возможно. Сделаю вот так. Пусть здесь будет. Кажется, что как-то странно хранить в А4 биндере все это. Поэтому я подумала, что все, что кажется совсем ни с чем не связанным, может быть, все-таки разместить тут. Вот
Эти карты, мне кажется, я бы прикупила. Ну, еще какие-нибудь Далмачу. И тогда их можно будет переместить в А4. А до этого пусть они пока будут здесь. Короче, да. Чунгук, которого я хотела продать, я в итоге подумала, что на самом деле мне очень сильно нравится концепт с розой. Возможно, я буду собирать сет. Дальше. Этого вообще даже не знаю. Ни туда, ни сюда. Так. Насчет этого я еще подумаю. Хотя вот на четверном листе выглядит идеально. И вот эти у меня еще есть. Вот этим я бы хотела собирать сет. Эти карты. Даже не знаю. Мне кажется, что все те, в которых как бы и не пахнет сетом, OT7 как будто бы нужно в какой-то отдельный бесный биндер собирать. С другой стороны, здесь много карт. И на листе большом смотрится хорошо. Короче, пока что для меня загадка. Еще я думала насчет того, чтобы взять и переместить вот эти сеты в этот биндер. Не знаю. Я думаю, что пока что вы идете сюда. Кстати, у меня тут Намджон. Тоже ни к селу, ни к городу. Не знаю. Может, кого-то другого поместить на обложку. Ой, что-то шуба улетает. Ну вот да, это вот недостаток таких страниц огромных. Все улетает. Но она еще тяжелая. Блин, не знаю. Короче, будешь тут. Вот насчет вот этого чмина, который никуда не пристраивается. Может, ему тут побыть? Мне кажется, он немножко шире и не влезает в эти протекторы, да? Да. Короче, без протектора просто сюда засунем. Будешь тут. Не в тему, но непонятно, куда его еще пристроить. Дальше. Вот этот Намджон, я думаю, пусть пока тут побудет. Конечно, странно выглядит, но если в итоге у меня появятся другие мемберы, тогда будем перемещать на лист со всеми картами, а тут пока что будет один. Вот этих ребят пристроим сюда. Надо ли говорить, что не считая времени, которое я отходила, я уже часа 4 этим занимаюсь.
А еще, кстати, возможно, может ли быть такое, что они типа уже, чем предыдущие мои биндеры? Потому что я уже как бы полностью заполнила его. Ой, они же, да, они горизонтальные. Так, теперь надо подумать о том, как будет норм, если будет выглядывать. Так будет выглядывать хасок. Так не будет выглядывать. Ну, сделаем так. Вот так вот. Отлично. Кстати, у меня же был хасок, который тоже из бомбочки, но другой. Что, сюда переместить? Короче, переигрываем. Господи, как же мне нравится, что когда много листов за раз перелистываешь, не так сильно застревают листы, как у меня это происходило в одной из моих папок. Короче. А что это не в странном порядке? Так. Юнги. Хасок. И дабл хасок. Или это не из бомбочки? Я вообще не знаю, откуда это, если честно. Я купила просто потому, что увидела красивого хасока и такая, мне это надо. Странно, но чуть менее странно, чем когда он на PTD. И у них еще оборотки хорошо сочетаются. Поэтому вот так. И membership. Ну, это membership 23-го года. Поэтому в конец куда-нибудь их нести. Ну, вообще, я их получила после этого фотобука, как мне кажется. Возможно, даже после Permission to Dance. Но по логике их рисовать начали еще в начале 23-го, в первом квартале. Поэтому как будто бы оно по логике может быть вот тут. После фотофолио, но до моих летних походов в музей Хайп. Блин, интересно, вообще слышно то, что я как будто бы чуть ли не хриплю. Да, это видео будет, конечно, долгим. Так. Ой, господи, какие красивые карты. Вот так, я думаю, сделаю. Я решила их переместить оттуда, потому что, мне кажется, я редко заглядываю в тот биндер маленький. А большой чаще. А я хочу видеть эти карты. Что они прекрасные.
Если я не ошибаюсь, то с этим блендером мы закончили. Мне кажется, я все, что хотела, уже сюда поместила. Поэтому вот у нас есть такая защита. Вот. Ой, тяжеленький. Напоследок я пролистаю этот блендер. Ой, господи, он такой красивый, что я ничего не буду клеить на обложку. Вот и все. Засовываем. И еще одну вещь, которую сейчас я сделаю. И надеюсь, она не займет столько же времени. Не должна. Это вот этот блендер мы сделаем под сольники, начиная с Hope on the Street. Поэтому я все тоже отсюда сниму, потому что он тоже туда перекочует. Тут нам Джона куда-нибудь надо засунуть. О! Давайте вы будете просто рядом так сидеть. Ну, Friends, если так подумать, да, то будто бы тоже можно переместить. Потому что это все-таки сингл, который вышел после Лейовера. Ой, здесь такой ужас творится. Видите, я сюда поместила вот эти карт-холдеры, и в них вот эти распечатанные филлеры. И они просто слиплись. И я просто убила это все. Ужасно. Позорище. Я одним из таких карт-холдеров сейчас пользуюсь, ношу в нем пропуск от офиса. И если я вдруг захочу его заменить на один из этих, мне придется отмывать их. Так, я думаю насчет Friends. Зависит от объемов на самом деле. У меня такое ощущение, что у меня все, что после Friends, больше по объему, чем то, что до Friends. А вот так как будто бы чуть более равномерно. А учитывая то, что во второй блендер пойдут там Джин и так далее, кто еще дальше будет выпускать сольники,
Я думаю, что пока что... Даже не пока что, а вообще в принципе надо забрать все, только начиная от Hoppen Street. Потому что это уже много. Ну, вот это без изменений переместим. Это я тоже даже не хочу менять листы. Мне кажется, альбом монет очень классный. Для этого у меня нету альтернативы, поэтому тоже так пойдет. Вот карты очень хочется переместить в новые, мне кажется. Раз уж есть такая возможность. Сколько нужно для этого листов? Для Hoppen Street у меня 3 листа. Блин, даже не знаю. Хотя, блин, какая разница? Не знаю. Все-таки альбом монет не такие уж и плохие листы. Я думаю, что не буду даже париться, так и оставим. Так, вижу. Что-то никак не могу найти второй Polaroid. Я иногда посматриваю, никто его не продает. Вот эти Polaroid мне придут другие рандомки к ним, поэтому им место в шестерном листе. Пока что сделаю вот так, по центру. Вот так. А тут мне не нравится, что выглядывает фотка. Насколько я понимаю, сюда фотография полностью помещается, и здесь ничего не торчит. И это мне очень нравится. В общем, пока что пусть будет так. Потом я подумаю. Дальше. Кстати, карты я в итоге поменяла порядок после того, как первый раз организовывала все. Сделала так, чтобы оборотки были по цвету совместимые, потому что иначе у меня рябило в глазах, я не знаю. Все вот эти цвета, они вроде красивые, но когда на них долго смотришь, мне становится плохо. Стоп. Я вот это хотела... Или как? Хер знает. Что будет вот так. Так. И вот это. Вот так. В таких больших кармашках. А у нас есть листы, которые я нигде не использую теперь в итоге. Они есть. И это вот такие листы. Тут целых 10 карманов. Но зато они прям впритык. Не знаю. Просто чисто интересно попробовать переместить. Хотя карт здесь мало. Середина? Да, середина. Ну тут придется...
Ну, короче, если заморочиться с филлерами, будет очень хорошо. Но пока что у меня не хватает даже черных филлеров. И будет вот так. Ставлю лучше? Нет. Но я рада, что я использовала хоть один раз такой лист. От начала до конца. Блин, что-то не получается. У нас есть брелочек. Та-ра-ра. И все. Настолько он заполнен. И вот так шикарно он размещается. Если перевернуть, то уж мне лень камеру поворачивать, то это выглядит вот так. Да, что-то, конечно, это все у меня очень разрослось. При этом у меня есть какое-то ощущение внутреннее, что ничего у меня особо-то и нет. Столько всего можно купить. А в то же самое время, 5 биндеров А4. Короче, да. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.